Здравствуйте, друзья! У меня на канале есть множество видео, где я рассказываю разные способы, какими можно зашить шерстяной носок. Ну вот у меня очередной шерстяной носочек порвался. И хочу вам показать еще один способ. И я думаю, что вам он понравится. Потому что штопка получается очень прочная. Такая, что не давит на пятку. И делать ее, в общем-то, достаточно несложно. Итак, у меня вот такие вот нитки. Может быть, они немного толще, чем мне нужны. Но, к сожалению, других у меня сейчас нету. И для удобства можно использовать. Кто-то пользуется лампочками, кто-то пользуется специальными грибочками. Но у меня есть такая штука, как крем. Если выпуклая крышка, вообще будет хорошо. Но я посмотрела, она отблескивает, и вам будет плохо видно. И вот что у нас получается. Кто-то любит завязывать узелочки, кто-то не любит. Я обычно делаю узелочек вот таким вот образом. Подхожу под одну из петель. Протягиваю ниточку и завязываю узелочек. Такой узелочек практически не чувствуется. Ну, а мне удобно. Выхожу я вот наш ряд, который нужно зашивать. Сейчас я одену на баночку, будет более удобно. Вот так. Теперь я вкладываю сюда баночку свою для удобства штопки. Вот смотрите, наша ниточка выходит из середины петельки. Мы проходим вот эту половиночку петелечки и выходим из следующей петли. Опять вот у нас полпетли, мы проходим ее и выходим в ряд, в котором есть незакрытые петли. Начинаем эти петли собирать, чтобы все собрать с одной стороны. Вот так из-под низу заходим. И точно так же, как мы проходили вот здесь 2 петли, делаем так. Проходим соседнюю петлю и еще раз. Ну, так как это носок и пятка, то может быть тут такой, как бы, снайперской работы не надо. Теперь смотрите, мы проходим на один ряд вверх и выходим на ряд выше. Вот так. Опять берем, выходим из середины петли. Раз, и оно незаметно. Опять заходим в серединочку петли. И проходим вот сюда до окончания нашей дырки. И делаем точно так же. Смотрите, заходим в первую петлю. И в соседнюю. Достаточно. Ну, если вы хотите, вы можете и на 3 петли проходить. Тут без разницы. И опять поднимаемся на один ряд выше. Вот так. И проходим точно так же, как мы делали с вами только что, по этому ряду. Ну, а теперь, когда мы добрались до нашей дырочки, дальше мы будем шить вот таким вот образом. Смотрите, мы подхватываем нашу петлю, которая была не закрытая, проходим иголкой под нитку,
А конец нити делаем вот так вот. Запускаем ее под иголочку. И выходим. Дальше повторяем то же самое. Заходим в петельку под нитку. Эту нитку мы пропускаем под иголкой. И опять подтягиваем. И делаем так до конца ряда. Да, надо было обрезать, конечно, ну ладно. Опять подходим под ниточку. Кончик нитки заправляем под иголку. И подтягиваем. И делаем еще один раз так. Под нитку. В петелечку. Вот у нас тут нитка. Подтягиваем. И вот смотрите, наш первый ряд готов. У меня получилось, может быть, не очень заметно, потому что нитка такого точно цвета. Но так как это носки мои любимые, я не хочу штопать их контрастными нитками. Теперь смотрите, мы по этому ряду, по которому мы только что проходили, проходим сюда вперед на парочку петель. И проходим на один ряд выше, в соседнюю петлю. И точно таким же образом, как мы только что сюда шли, проходим вот к нашей дырочке. И опять оставляем хвостик, а здесь проходим на парочку петель вперед. Теперь опять поднимаемся на один ряд и проходим в обратном направлении. И когда мы дошли до края дырки, делаем то, что мы делали с вами сейчас. Вот наша петелечка. Заходим в эту петлю, подходим под ниткой и кончиком опять вот так под иголочку и подтягиваем. Опять из-под низу заходим под нитку, хвостик под иглу и подтягиваем. И делаем так до конца ряда. Ну и последний стежочек сюда пропускаем. И проходим немножечко вперед. Поднимаемся на ряд. И возвращаемся. Делаем то, что мы делали только что. И я покажу, как мы будем заканчивать уже зашивать. Ну, друзья, смотрите, я протянула последнюю ниточку с этой стороны на эту. И нам теперь нужно, можно в принципе этого было не делать, а сразу стянуть наши края. Но эта ниточка, она добавляет нашему носку крепости, и поэтому мы ее сделали. Делаем все то же самое, возвращаемся к
краю дырки. Вот у меня ниточка вышла. И мы делаем все то же самое. Подходим под петельку. И захватываем вот эту вот петлю, которая у нас открыта. Точно так же ниточку поверх и подтягиваем. Опять подходим под... Опять заходим в петлю под нитку и подхватываем нашу петельку. Точно так же ниточку сверху. Ну и следующая. Ну и теперь для пущей красоты мы сделаем так, чтобы вот эти вот петельки не были поперек, раз у нас тут так все красиво. Мы просто берем и заходим вот так через край, смотрите. Подходим под петельку. И вот так. Мне кажется, так будет более красиво. И опять-таки наш носок уже не будет никогда распускаться. Ну вот и все. Посмотрите. Если вы никому не скажете, никто никогда не заметит, что у вас на носке латка. Латка это очень мягкая. Она нигде не давит, но она, смотрите, она очень прочная. Она не просвечивает. Ну и выводим иголку на обратную сторону. И опять-таки на любителя. Кто не любит завязывать узелочки, тот может походить взад-вперед по обратной стороне носка и нитку эту закрепить. Но я всегда узелочек завязываю. Единственное, что я не обрезаю до конца хвосты. Тут, смотрите, носки это у меня покупные, я их не сама вязала. Поэтому хвостов тут хватает, и мои будут не помеха. Поэтому я подхожу под любую из поперечных ниток. Делаю вот так и затягиваю. Мне эти узелки не давят. Нитку обрезаю где-то вот так. И вот что у нас с вами получилось. Смотрите, как красиво и аккуратно. Если вы подберете нитки в тон, то даже ничего не будет заметно. На этом, друзья мои, рукодельте с удовольствием. Желаю всем здоровья. До свидания.